Всем привет! Меня зовут Максим, и вы на канале Мотомаксимус. Друзья, вы снова видите меня, а это значит, что мы отправляемся в новое путешествие. А начинаем мы его не как обычно из моего гаража, а вот отсюда, из города Сочи. Я сегодня утром сел на свой мотоцикл и примчал сюда. Но конечная моя цель, как вы понимаете, не город Сочи, иначе было бы все слишком просто. Я еду в Абхазию. Да, в Абхазию я никогда там не был и безумно хочу посмотреть этот край гор, папоротников и субтропического климата. Река Лапшпсы, господи, как бы это выговорить. Я очень много про нее слышал про нее много разного. Перед выездом я изучил интернет, изучил YouTube, и вы знаете, мне непонятно, там настолько разносторонние отзывы. 50% интернета говорит, что это рай на земле, и там замечательные, прекрасные люди. А другая 50% говорит, что там беззаконие, шабаш какой-то, ужас, гостей там не уважают, не ценят и все остальное. Но этот парень вышел культурно, вежливо попросил меня валить отсюда. Много разного в интернете есть по поводу режима въезда, выезда. Есть споры разные, есть споры по поводу гостеприимства этой страны. Но мы не верим слухам, мы проверяем все на своей шкуре. Итак, поехали в Абхазию. Сейчас я еду прямиком на Гагры. Там я должен поселиться в отеле. Так что сегодня отдохну, а завтра буду изучать достопримечательности Абхазии. Планирую там пробыть 2-3 дня. Ну а пока давайте доедем до таможни. Тут оказывается все просто. Вон туда на авиадук, на Красную Поляну, получается туда. А прямо Сухум. Вот веселое какое-то и Сухум. Я так понимаю, тут прям где-то рядышком все уже. Завернул. И судя по всему, все, я приехал. Вот она таможня. Вот он, таможенный терминал. Ну и судя по всему, мне прямо. Так, ну прекращаю съемку, потому что дальше снимать уже нельзя. Прохождение же самой российско-абхазской границы заняло у меня 5, ну может быть 10 минут. Несколько вопросов по поводу того, откуда и куда я еду, проверка моего российского паспорта и документов на мотоцикл. Никаких вопросов по поводу ПЦР-теста или ковид-теста мне не задавалось. Единственное, что таможенники просмотрели каждый мой кофр и каждую мою сумку на наличие запрещенных предметов. И я въехал в Абхазию. Так, ну что, я в Абхазии, я в городе Гагры, в отеле или в пансионате Гагрипш. Уже темнеет, сегодня вам смысла его нет показывать. Единственное, что должен показать, это то, что здесь живут павлины. Живут павлины, они повсюду здесь вообще свободно летают, бегают, орут, ругаются на всех. Я на мотоцикле заехал, они на меня начали кричать. В общем, первое впечатление, я в восторге. Потому что, ну, наверное, потому что я устал, и сейчас я искупался, отдохнул. Здесь мой номер, вот сюда выходит мое окно. Вот, мне разрешили поставить мотоцикл прямо под окно. Здесь он будет ночевать, я прям чемодан свой, топ-кейс для интроверта здоровенный. Хоп, туда перекинул в номер и все. А вон оно море, сейчас пойду посмотрю на море и буду, наверное, ужинать. В общем, впечатлений очень много, но нужно уделить время товарищу отца, поговорить, пообщаться с ним. А завтра продолжим. Поэтому пойду ужинать, отдыхать.
и завтра в бой. Oradan artık açma. Доброе утро, друзья! Первое утро на абхазской земле. Я у себя в номере. Вон стоит мой мотоцикл. Я вообще не планировал останавливаться в гостиницах. Хотел останавливаться только в палатке, где-то в кемпингах. Но это гостиница отца друга. Он сказал обязательно заехать, поздороваться. Поэтому вчера приютили, накормили. Спасибо огромное. В общем, имейте в виду, если будете ехать по Абхазии, и пойдемте посмотрим территорию отеля. Как я понял, пробежавшись вчера бегло, территория довольно-таки обширна. И вот, как по мне, то самая крутая достопримечательность, которая вчера мне сразу бросила в глаза, это павлины. Стоило мне вчера заехать на территорию, они сразу начали кричать, тут что-то вокруг меня летать. В общем, они тут живут совершенно свободно, летают, по крышам лазят. А что ты прячешься? Покажись. Покажись, покажись. Ай, красавец. Какой ты красавчик, а? Я никогда в жизни так близко не подходил к павлинам. Они тут прям гуляют, как домашние курицы. Причем тут это не огороженная территория, я не зашел за какую-то загородку. Тут нету вот такого, знаете, как ярко выраженного огражденного зоопарка. Это просто территория отеля, они просто здесь тусуются. В общем, очень круто. Мне кажется, где-то тут неподалеку, рядом с этим отелем, проживал какой-то наркобарон. Скорее всего, это он бросил здесь свою тачку. Смотрите, какой раритет. С погодой мне очень повезло. Вчера хозяин отеля сказал, что буквально 1 мая тут лили дожди проливные, было холодно. А вот вчера, 2 мая, вышло солнце, сухо и тепло. А сегодня обещают жаркий день, до плюс 30. Поэтому, с погодой супер все. Сейчас посмотрю на море, погуляю здесь, позавтракаю и буду выдвигаться на озеро Риц. Пойдемте смотреть на набережную, там есть прикольное такое место, смотровая площадочка классная. Как я понял, вчера, исследовав территорию, название отеля Гагрипш происходит вот по названию одноименной вот этой речки горной. Она стекает с гор, с ледников и впадает в море. Река называется Гагрипш. Я не отказал себе в удовольствии прогуляться в заброшенный санаторий Грузия. Так он назывался. Он находится прямо напротив места, где я поселился. Любителям заброшек однозначно рекомендуется. Судя по всему, постройка, наверное, года 50-е, 60-е. Оцените масштаб этого санатория по тем временам. Такая огромная, красивая парадная лестница. Вход с 2 сторон. Очень крутой был санаторий наверняка. Окна, двери забиты, хотя нет, одна дверь открыта. У нас есть возможность заглянуть вовнутрь. Ну ничего себе, какая красота. На потолке везде лепнина, правда она отваливается от сырости. Здесь мрамор, полностью все сделано из мрамора. Ну и тут, судя по всему, были какие-то помещения. Даже сейф остался. Странно, что его не сдали на металлолом. Ну вот, собственно, парадный вход сверху, с балкона, со 2-го этажа, с билетажа, скажем так. Я сейчас гуляю здесь по этому санаторию и представил, как в 50-х годах, наверное,
гости выходили вот сюда на балкончик, и им открывался вот такой вот шикарный вид на море, на пальмы. Красота. Очень жаль, что такие исторические объекты находятся в запустении. Они, конечно, приобрели свой шарм определенный, но я думаю, если бы их восстановить, сохранив вот весь этот мрамор, паркет, ну или хотя бы реконструировав его, это было бы очень круто. Но хозяину здания виднее, понятное дело. В общем, удаляюсь с этого здания. Я, судя по всему, своим коптером, жужжанием своего коптера разбудил охранника. Он говорит: а ну-ка давай, иди отсюда. Ну, по-доброму, все нормально. В общем, говорит, территория закрыта, потому что здание аварийное. И переживаем, говорит, что ну мало ли там травмы какие-то будут у людей, еще что-то. Ну, все, надо отдать должное. Знаете, я разных охранников встречал, и очень часто охранники считают себя руководителями того объекта, который они охраняют. Но этот парень вышел культурно, вежливо попросил меня валить отсюда. Ну, собственно, что я и делаю. И пора уже ехать дальше. Потому что смотреть, судя по всему, ребят, в Абхазии не пересмотреть. Аварийный объект, частная собственность. Так, ну что, продолжаю свое путешествие. Отправляюсь из гостиницы, мотоцикл прогреваю. Сегодня по прогнозу до 30 градусов тепла, поэтому я немного облегчился. Вот поеду в джинсах, термобелье и джинсы. Штаны свои снял, потому что они довольно-таки теплые. Вот меня павлин провожает. Можно я поеду, уважаемый? Даете добро? Таможня дает добро? Вчера от дома до Гагры я проехал 666 километров ровно. Я остановился в гостинице, посмотрел, а у меня 666 на спидометре. Но, как всегда, лопухнулся, не заснял это. Ну, прости меня, мой зритель. Вот. А сегодня с утра я выехал, получается, из Гагр и еду в сторону озера Рица, до которого мне порядка 65 километров. Уронил камеру на асфальт. Чуть сердце в пятки не ушло, но вроде все цело. В общем, я решил, что мне все-таки нужен мобильный интернет и связь. Взял сим-карту абхазскую. Вот такая, А-Мобайл называется. Взял сим-карту, правда, проблемы были с подключением. Она сразу не работает, ее нужно настроить, подключить. В общем, повернул я на кругу, вот там, еду на озеро Риц, вот туда, в ущелье, в горы. А вот здесь вот кафешка с очень и очень замечательным кофе. Вот прям вкусно, прям вкусно. Так что, кто будет мимо ехать, обязательно заедьте, попейте кофейку. Ну, а я поехал дальше. Классный железный мост, старые постройки, видать. Он весь гремит, клево. Вот за таким я сюда ехал. Вот за таким, вот за горными реками, за мостами вот такими клевыми, за заброшенными городами. Ох, мне все нравится. Должен отметить, что вот сколько я по Абхазии, ну, немного проехал, тут 50 километров, 60 километров. Но я пока не видел ни одного участка плохого, с плохой дорогой. Везде очень ровный, качественный асфальт. Ну, есть ямки там какие-то, но они незначительные и редко встречаются. По дороге очень много кафешек. Вот кафе Лыхны. Вино такое продается абхазское. Лыхны, Апсны. И еще, насколько я помню из интернета, где-то здесь я должен буду заплатить за проезд. Здесь то ли заповедника зона начинается, то ли что-то такое, и здесь нужно будет платить за проезд. Добрый день. Можно проехать? Можно оплатить и проехать. Да, сколько стоит? 350 рублей. Понял, плачу. Спасибо большое. А это не ограниченное нахождение? Понял, спасибо. Так, по итогу, вот он билет. Билет в Рицинский реликтовый национальный парк. Стоит 350 рублей. Ну, в принципе, вполне приемлемая плата. Можно ехать? Купил? Показать?
все, проезжай. Спасибо большое. Спасибо. Вы с ночевкой? Думаю, да, с палаткой. Можно же там стать где-то, да? Спасибо. Отвесные скалы вверх уходят, все зеленые, в растительности. И вот такая река, довольно-таки бурная, горная речка, идет вниз. Очень круто. Ух ты, какое место крутое. Обалдеть. Здесь отвесные скалы, очень круто. И сразу холод такой. Отвесность скалы, чтобы вы понимали, она не то чтобы отвесная, она прям нависает над нами. Если вот сверху камень бросить, он упадет на дорогу. Ну или почти на дорогу, рядом с дорогой. Очень крутое ущелье, прям очень. Я прям советую всем по нему прокатиться. И вот все путешественники, чьи каналы я смотрел, они все говорят в один голос, что озеро Рица, понятно, красиво, но сама дорога до озера, она в 1000 раз красивее и интереснее, чем само озеро. О, какой цвет, какой у нее цвет, а? Это же супер просто. Но вода прям зеленая, она не голубая, она прям зеленая. Под определенными лучами солнца, вот они падают, очень круто смотрится речка. Очень красиво. Юбшарский каньон. Друзья, и вы зацените вот это вот все. Вот эту красоту. Обалдеть. Обалдеть, как мох растет. В общем, друзья, я дико извиняюсь перед вами, что не могу вам показать вот это место красивое с квадрокоптера. Я попытался, поднял его в воздух, но тут, судя по всему, из-за скал вообще нету сигнала спутника. Он не может поймать больше 3 спутников, поэтому DJI обрубил мне возможность поднять коптер выше 15 метров, там, или 10. И съемка поэтому велась вот с такого положения. Я вам скажу и так оно очень и очень интересное. Смотрите. Обалдеть. Круто. Вот это каменный мешок, судя по всему. Вот это место каменный мешок называют. В общем, вы поняли, да? Доехать до озера Риц для такого любителя красоты гор, как я, это просто невозможно. Потому что ты останавливаешься за каждым поворотом. Здесь очень круто. Посмотрите. Обалдеть. Обрыв. И шумит река. Очень круто. Здесь каждый поворот, каждый заворот — это место, я не знаю, для фотосессии. Посмотрите, какая красота. Так, ну, судя по всему, я подъезжаю непосредственно к озеру Рица. Вон озеро, вон лодочки, байдарочки. Мы сейчас его немножко объедем и посмотрим на озеро немножко с другой стороны, не такой загруженной туристами. Ну все, приехал я на место назначения. Вот здесь вот в таком полутенечке стал. И вот оно, озеро Рица. Вот оттуда впадают 2 горные речки. Вот оттуда впадают в озеро и наполняют его круглый год. Сейчас речки довольно-таки стремительные. Почему? Потому что снега еще тают, еще не все снега потаяли. Идея у меня была вот здесь поставить лагерь. Но не знаю, здесь, судя по всему, сейчас прибыло воды и места очень мало. Ну, посмотрим, что это получится. Сейчас привал, обедаю и будем выдвигаться дальше. И, кстати, вот я собирался вам сказать, что в этом путешествии у меня новинки. Я не брал с собой армейский ЕРП. Я взял вот такой вот рацион питания профи. Неделя жизни. Вот у меня, судя по всему, вторник. Это мне супруга подарила для моих путешествий. Он очень маленький, очень легкий. Судя по всему, все блюда, которые внутри. Вот, допустим, тут есть что, лапша по-домашнему, суп картофельный, там то. Оно все требует его разводить с водой. Ну и, соответственно, греть. Вот, потому что тут даже написано, что нужно 2 литра воды с собой взять. Вода у меня есть, но сейчас я открою тут всякие вкусности, посмотрим, что внутри. Но я также с собой взял несколько упаковок
вот таких готовых блюд от фирмы Кранидов. Недавно на стриме один из путешественников тоже мне ее посоветовал. Я давно про нее слышал, даже несколько из них пробовал, поэтому я их набрал, заказал прямо у производителя целую коробку вот этой еды Кранидов. Буду в этом путешествии ее пробовать, ну и, соответственно, скажу вам, какова она на вкус. Сегодня у нас на обед куриный суп. Попробуем по-домашнему. В принципе, эту еду можно кушать прямо из пакета, разогреть в ней. Но у меня есть миска, и вон тем более тут пруд, вода. Я потом все сполосну. И поэтому я решил вот прям вот так вот суп покушать. Вот тут даже куски мяса есть. И лапши прям, ну тут так довольно-таки достаточно. Ну, сейчас скажу. На домашнюю, конечно, не похоже, но вкусно. Надо отметить, тут в этой лапше прям куски мяса. Прям нормально. Вот чем мне не нравились армейские РП, в том, что там, когда пишут, что блюдо с мясом, там этого мяса кот наплакал. А здесь вот прям такие хорошие кусочки. И, кстати, вот эти вот одноразовые к употреблению пищи готовые продукты от Кранидова, там они стоят 150 рублей, 170 рублей. Я вам дам ссылочку на их официальный сайт, откуда я заказал. Я заказал сразу на 2000, там 2 с копейками. Там, по-моему, 15 пакетов или даже больше. И первые блюда заказал, и вторые разные. В общем, в этом сезоне будем пробовать. Но первое впечатление положительное. Я думаю, можно брать вот такие вот маленькие РП, в которых есть всякие ништяки, орешки, вот изюмчик, чаечек, сахарочек, вот такие вещи брать. А именно плотную еду делать ставку на Кранидов. И тогда будет в путешествии вообще все супер. Тогда можно будет вообще никуда не заезжать. В общем, концентрация туристов на месте моего обеда стала превышать допустимые значения. Поэтому пора валить отсюда. Река Лапшпсы, господи, как бы это выговорить. Сейчас еду на дачу Сталина. Не уверен, что буду брать экскурсию, ходить по ней, но хочу посмотреть просто на нее снаружи и посмотреть на это место. Ну и судя по карте, дорога туда красивая идет. Поедем посмотрим. Вот. И сразу бонус, водопад. Это вот с этой речки и наполняется озеро Рица. Такой вот симпатичный водопадик. Ну, кстати, такой довольно-таки интересный. Но мы поедем вон. Государственная дача Рица, 1,5 километра. Ну, в принципе, 1,5 километра по серпантинам. Это как раз то, что нужно после обеда. Раструсить немножко жиры наеденные. А то сейчас спать захочется. Не захочется никуда ехать. Знаю я вот эти вот обеды. Как я понял из вчерашнего разговора с местными, это одна из дач Сталина. У него их, ну, если верить тому, кто мне вчера это рассказывал, у него их аж 18 штук здесь в Абхазии было. Ну, может быть, конечно, это количество преувеличено, но, тем не менее, одна здесь была не одна. И это самая знаменитая. Все про нее знают. Ну, скорее всего, все про нее знают, потому что она располагается непосредственно вблизи к озеру Рица. Кстати, вот отсюда классный тоже вид. И, возможно, поэтому про нее еще знают. Но, тем не менее, в свое время для генсеков здесь были проложены дороги, построены объекты. Так что иметь дачу в красивом месте во все времена у руководителей было за правило. Поэтому, я думаю, не стоит этому удивляться. Здравствуйте. Дача Сталина. Я понял. Я так по навигатору. Платная 150 билет с человеком. Парковка, экскурсия, все входит. 150 рублей? Да. Когда
Так, ну, в общем, я на даче Сталина, Иосифа Виссарионовича. Вот, поставил мотоцикл рядом тоже с ребятами-мотоциклистами, тоже катаются. Иду смотреть дачу внутри. Цена билета 150 рублей. И вперед. Вот, собственно, его апартаменты. Вон, кстати, видно горы заснеженные. Ну, что такое? Иосиф Виссарионович знал толк в отдыхе. Так, в общем, вот он вход в главный корпус дачи Сталина. Вот он билетик, цена 150 рублей. Экскурсия уже ушла с экскурсоводом, но я не люблю вот это дело, это очень долго, мне это не нравится. Ну, в общем, при входе сразу камин. Сейчас я сам себе экскурсию здесь проведу. Рояль, Красный Октябрь, флаги разных государств. И вот здесь вот сразу справа туалет. Туалет, сразу комната. Вот здесь вот была чья-то спальня, я не знаю, гостевая или чья. Здесь, соответственно, отдельно огромный туалет и ванна. Хоромы, прям хоромы. Вот он, я ваш покорный слуга. В общем, я сегодня ваш гид по даче Сталина. Иосифа Виссарионовича я лично, конечно, не знал, но я думаю, я смогу объяснить, что есть что. Вот здесь вот у нас бильярдная. Она получается сразу напротив главного входа. Все стены обшиты деревом в стиле той эпохи. Служебное помещение. Сюда заходить нельзя. Здесь еще одна спальня. Тоже со своим санузлом, но поменьше размер. Потолок обшарпан. А здесь какие-то кушетки. Ну, либо переодеваться, либо массажные, может быть. И, кстати, полы сделаны под ливневки, под водосток. Это очень удобно и хорошо. Вот здесь еще одна спальня, похожая на ту, но это уже поинтереснее, потому что у нее, посмотрите, вид. У нее окна выходили прямо и выходят прямо на озеро Рица. Сейчас мы еще пойдем, обойдем дачу по кругу. Вот. Термометр в помещении 26,5 градусов. Так, ну и дальше длинные коридоры пошли. Длинный коридор, это переход получается из одного корпуса в другой. Вот, тут видно улицу здесь. Как посидеть, наверное, газетку почитать. Или, я не знаю, что, может быть, дети бегали. Гостей, которые приехали. Здесь прям большой санузел. Судя по всему, это какая-то процедурная была. Обеденная. Рояль. Назначение этой комнаты мне непонятно. Туда нельзя, да? Вы с той группой? А я не знаю, с какой группы. Ну, вы со мной Я сам по себе. Ну, хотите, пройдите там. Спасибо. Я сам по себе. Банкетный зал. Комнаты так. Здесь начинает увеличиваться концентрация туристов. Не подумайте, что я социофоб. Ну просто там очень много людей. Все они по-разному пахнут. Некоторые даже не особо хорошо. Поэтому пойду гулять по территории дачи. Если вас интересует экскурсию, 150 рублей. И вам все про дачу Сталина расскажут. Мне примерно все понятно, поэтому пойду гулять по территории. Течет горная река. Судя по всему, с ледников. Вот территория дачи. И непосредственно он главный корпус. Река впадает в озеро Риц. А вот здесь, судя по всему, была вертолетная площадка когда-то. Сюда Иосифа Виссарионовича на вертолете доставляли. Помимо, собственно, вертолетной площадки, Иосиф Виссарионовича вот тут свой небольшой причал, я так понимаю, куда приходили катера, катали его и его гостей, первых лиц, возможно, каких-то государств. Вот она, река, которая стекает с гор. И впадает в озеро Риц. Здесь вот шикарный, конечно, вид отсюда.
личный катер Иосифа Виссарионовича, на котором катают всех желающих за какую-то определенную сумму. А вот тот дом, где мы гуляли, вот тут есть сзади выход тоже. Вон тот стеклянный переход. Это как зимний сад, я думаю, был. Там наверняка стояли растения. И вид на горы. Посмотрите. Вон они, заснеженные горы наверху. Красота. Зимой здесь, наверное, очень круто. Вон пирс понтонный, судя по всему, уровень реки очень сильно, вернее, уровень озера очень сильно меняется в разные сезоны за счет тающих ледников. И поэтому пирс на понтоне сделали, чтобы к нему было в любое время года удобно к катеру подходить. Такие сразу люди: ты чё, в смысле, чё, нельзя? Я говорю: да ладно, ладно, все нормально, свои. Говорю, не шугать. Ладно, парни, удачи вам. Хорошо поколесить. Давайте, легкой дороги, давайте. Катайтесь, давайте. Я поехал. Вот так вот уехал в Абхазию побыть одному, отдохнуть, и встретил ребят, мотоциклистов, подписчиков на канал. А вот так вот шарик маленький, ребята, все мы пересекаемся друг с другом. Это круто. Это круто, что есть возможность кататься. Не выдержала душа поэта, и поеду я вот туда, на Оотхару. Не хочу сразу уезжать, еще посмотрю, что там за дорога. В общем, чуть-чуть проеду по ней, посмотрю, что за дорожка. Должна быть красивая. О, здесь еще снег лежит. Смотрите, как круто. Еще не растаял. О, какой красавчик. Дорога смыта практически вся. Тут, наверное, был мост или что-то такое. Сейчас попробую перееду. Посмотрю, что дальше. Судя по всему, тут была когда-то дорога, асфальтированная, все, но с годами она разрушилась, и ее, судя по всему, просто грейдируют, но уже не восстанавливают. А вот тоже неплохая смотровая. Судя по всему, вот за этими видами многие сюда едут. Вот они, реки, которые наполняют Рицу. Отсюда, оттуда, и вон оно, само озеро. Так, и докуда я доехал? В общем, Оотхарское лесничество. Рицинский реликтовый национальный парк. Инспектора охраны через 10 километров. Так, ну 10 километров я не пойду по этой дороге. В принципе, она вполне проходимая. Можно спокойно ехать. Принимаю решение возвращаться обратно. Но вот этот вид, мне кажется, как минимум стоит того, чтобы сюда подняться. На обратном пути встретил человека, который, судя по всему, знает эти места. Он рассказал мне то, что если поехать выше, направо дорога уходит на Псху. Там село, где живут староверы или старообрядцы даже. Как они там, идолопоклонники или кто это, люди, до которых до сих пор не дошла никакая вообще вера. А если уйти налево, там дорога выводит вас на альпийские луга. В сезон, в летний, дорога вполне проходимая, но сейчас, он говорит, в принципе, ты правильно сделал, что не поехал, потому что там есть места, которые сейчас очень сложно пройти, там недавно сели, сходили и все остальное. Он говорит, на легком мотоцикле в принципе реально. Поэтому это местечко остается в памяти, и если когда-нибудь, даст Бог, приехать сюда на машине с прицепом, можно будет вот там внизу на озере Рица стать лагерем и на эндуро-мотоциклах уйти уже туда в горы покататься. Это интересная затея, и я надеюсь, что когда-нибудь у меня получится ее осуществить.